Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня вяжем очередную пижамницу. Но сегодня я хочу вам рассказать очередной лайфхак, который я заметила недавно, когда вязала маленького олененка. Но наверняка это будет для вас не новость. На самом деле, когда я вязала очередную пижамницу на заказ, я поняла, что зачем вязать полностью вот это вот белую голову, когда можно связать половинку, ведь вторую половинку скрывает полностью капюшон. Вот, и уже третья пижамница у меня связана на заказ, идет на половинку. Вот, ну и соответственно я сделала немножко подешевле, ну и ниток меньше тратится. Что хочу сказать, значит, вообще по схеме нужно вязать вот это вот эту белую голову полностью, то есть полностью шар. Вот, на самом деле, я думаю, что этого делать не надо, так как заднюю часть полностью скрывает капюшон. Вот так вот. Вот, и чтобы это выглядело естественно, как будто связана голова полностью, эту вяжем по схеме. И здесь еще провязываем не 5 рядов, как положено, а всего лишь 3. Здесь мы вяжем 4 ряда. Итого, чтобы у нас один ряд, вот с этой стороны, со стороны капюшона, мы будем пришивать его внахлёст на один ряд. Когда мы сейчас полностью прошьем, вот это место я тут оставила, здесь мы будем вывязывать клин. Получается, вот с этого места. Значит, берем вот эти же ниточки, которыми мы будем провязывать, и начинаем ими прошивать соединительными петельками. Прокалываем. И просовываем вот так вот. И тут же провязываем. Захватываем эту часть, эту. Снизу захватываем ниточку. Протягиваем через оба полотна. И провязываем. Так, первую петельку желательно подтянуть, чтобы она у нас не болталась. Сейчас я это сделаю. Вот так вот. Здесь захватываю ниточку, протягиваю через белое и коричневое полотно и делаю соединительную петлю. Снова сюда, сюда. И таким образом я буду сшивать две части головы. Ну, это, конечно, удобно, когда, допустим, не хватает ниточек, к примеру. Вот, можно сделать так. Суть от этого, если честно, не меняется. Я связала уже 3 пижамницы, и разницы, связана полностью белая голова или нет, разницы нет. Встретимся в конце. Получается, я вот таким вот образом сшиваю. Вот я начала, видите? С другой стороны это будет вот так выглядеть. Я вяжу не до конца, то есть связываю до места, где я буду набивать синтепухом, и здесь я буду вывязывать клин. Вяжем, сшиваем до конца самостоятельно и встретимся здесь. Итак, когда мы с вами довязали, ну, то есть сшили нашу голову, вот так получилось. Теперь ее через вот это отверстие нужно наполнить холофайбером. Наполняем до нужной плотности, чтобы форму приняла наша голова. И далее будем вывязывать с вами клин у головы. Для того, чтобы вывязать клин, я отсчитала от нашего начала 14 петель или 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Вот в 14-ю петельку я сделала маркер. То есть мне осталось провязать вот буквально здесь пару петелек соединительных. И будем провязывать клин. Нажала камеру. Так, друзья, значит, когда мы с вами связали, сшили 2 половинки, набили их синтепухом, ниточку не обрезаем, начинаем, отсчитываем 14 петель и начинаем, не отрезая нитки, провязывать 14 петель.
Я камеру не включила, вот сейчас вам проговорила. У меня сейчас последняя 14-я петля. Вот на этом месте. Мы вяжем с вами сейчас клин поворотными рядами. Вот мы связали. Теперь мы голову поворачиваем и вяжем 13 столбиков. Каждый новый ряд мы будем вязать во вторую петлю. Вот мы с вами развернулись. Сейчас мы вяжем не в первую, вот в эту петельку, которая у нас вот здесь, вот, а во вторую. То есть будет уже 13 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вот сюда 13. Провязали 13 рядов, разворачиваем голову, вяжем во вторую петельку, первая, вторая, 12 рядов, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Разворачиваемся, вяжем во вторую петлю 11 столбиков, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Таким способом вяжем до момента, когда останется 7 петель. Мы делаем 2 одинаковых ряда в районе 7 петель, 5 петель и 3. Когда у нас останется 3 петли, мы будем вязать 5 рядов, начиная с первой. Итак, встретимся с вами, когда у нас будет 7 рядов. Значит, я довязала до момента, когда у меня осталось 7 петелек. Сейчас мы вяжем 2 одинаковых ряда, начиная с первой петли. То есть мы начинали вязать всегда со второй, теперь я вяжу в первую петлю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот мы провязали 2 одинаковых ряда. Теперь вяжем шестой. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь вяжем 2 одинаковых пятых ряда. Начинаем со второй. 1, 2, 3, 4, 5. Поворачиваем. Начинаем с первой петли вязать. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали 2 по 5. Вяжем четвертый. 4 столбика. 1, 2, 3, 4. и теперь у нас остается провязать 3 ряда. Вот они, 1, 2, 3. Я провяжу 4 ряда по 3 столбика. От чего это зависит? Провязать 3 ряда по 3 столбика или 5 рядов по 3 столбика. Все зависит от того, какой у вас получился нос, то есть насколько он длинный. То есть мы вяжем вот эти 3 петли на нос. Так, ребята, у меня заканчивается память. В общем, провязываем, и я вернусь к вам. Сейчас подчищу телефон и покажу, что делаем дальше. Как быть с этой дырой на голове. Ну что, вы довязали ваш клин? Я уже довязала. Значит, что хочу сказать. Для того, чтобы определить, сколько рядов связать, когда у нас осталось 3 петельки, сколько рядов нужно связать, для этого нужно определиться, где у вас будет находиться ваша морда, ваш нос. То есть мы ее будем пришивать вот где начало, вот прямо сюда. И когда мы будем с вами сшивать, у нас должно вот этот клин немножко заходить на наш носик. То есть вот на это место мы будем нашивать
наш носик, ну, черненькими ниточками. То есть у всех вязка разная, петли у всех как бы по высоте тоже разные, у кого-то меньше, у кого-то больше. Поэтому вот эта вот длина этих петель определяется все индивидуально, чтобы у вас все хватило и до всего дотянулось. Вот. Так, сейчас мне здесь я все-таки решила закончить. Петельку вытащить и обрезать, чтобы нам потом не возвращаться. Начну здесь обвязывать. Когда мы с вами обвяжем наш клин, он будет выглядеть более красивым. То есть за каждую вот так вот петельку будем с вами обвязывать. Давайте посмотрим, что у нас получается. Смотрите, какой ровный, красивый край. И какой здесь, да, зубчиками. Заканчиваем самостоятельно. Так, я довязываю последнюю петельку. Делаю ее соединительной. И обрезаю нашу ниточку. Сразу можно вывести эту ниточку на задний план. Вот так вот. Давайте посмотрим на наш клин. Смотрите, какой он красивый, ровненький стал. Все отлично. Так. Ну что, теперь нам осталось пришить носик. Вот мы с вами довязали носик. У нас получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 рядов. Я думаю, этого вполне достаточно. Я заканчиваю ряд соединительной петелькой и обрезаю. Я пришиваю другими нитками. Кто хочет, можете пришивать этими же нитками. Тогда хвостик оставляйте свой побольше. Уводим ниточку назад. Это нитки у нас Dolce, а это Dolphin Baby. Но они более такие мягкие. Так, ну все. Складываем холофабер в носик слегонца. Сильно я не набиваю. Не люблю сильно плотно набитые игрушки. Ну, вы можете все по желанию делать, как вам нравится. Ниточки джинсовые вот такого плана, как я пришивала. Другие детали я пока не купила белого цвета. Это джинсовые просто нитки, они очень крепкие. Ну, вот надо купить еще 2 цвета. Я буду пришивать вот такими белыми ниточками. Они для салфеток я покупала, кружевницы называются. Вот. Они достаточно крепкие, поэтому я буду шить в одну нитку. Сейчас мы, напомню, пришиваем нос. Так, вот наш нос. Этим можно пока ниточки убрать. Так, сейчас ищем нашу иголку. Вот она. Если кому сложно, вы можете ваш носик наметать сначала. То есть вот у нас серединка. Вот этот край носа мы кладем вот сюда. Кто-то посередине может делать. Я делаю чуть ниже, то есть почти к ряду, вот к этому носику близко, вот так вот. Все, и начинаем пришивать. Как пришивать детали я уже показывала. Захватываем часть носа, часть головы, делаем петельку. Так пришиваем по кругу наш носик. Так, теперь пришиваем носик самостоятельно и увидимся в конце. Так, когда мы закончили, завязываем наши кончики и обрезаем и прячем. Все, вот такой вот у нас нос получился.
Может, его надо было чуть поменьше сделать. То есть, вообще, смотрите, схема это как бы не есть вяжем так, как по схеме. Вяжем так, как нам нравится. Сейчас нам осталось пришить наш клин на нашу голову. То есть вот так вот это будет. Значит, чтобы нам было удобно пришивать, так как кто делает это в первый раз, я советую, то есть вам желаю счастья, здоровья в новом году. Я советую вам приколоть. Вот. Чтобы мне было легче шить, так как я уже не первый раз шью, я закалываю просто иголочками, которые обычно были у меня под рукой, но куда-то сейчас подевались. Сейчас, минуточку. Вот я их нашла. Я прикалываю только вот сам клин к носу, чтобы он меня просто не съезжал. А все остальное я не прикалываю. То есть подтягиваем вот это наше место, которое не пришито. Мы его сейчас будем пришивать. Вот так вот к носику. И вот это место мы подкалываем, чтобы оно у нас никуда не съехало и было ровным. То есть вы можете посмотреть на свою мордочку олененка, чтобы все было ровненько, красиво. Значит, какими будем ниточками с вами пришивать? Кто-то может пришивать вот такими нитками в тон клина. Я буду пришивать серыми нитками. Вот такими. Их будет не видно, отматываю. Желательно, наверное, вот здесь вот еще подколоть. Все, и начинаем подшивать прямо вот отсюда. То есть вот с самого начала. За каждую петельку, чтобы все это было ровненько. Захватываем петельку, голову и протягиваем. Подхватили, протянули. И так пришиваем до конца и завязываем наши узелки. Сейчас цена на пижамнице у меня 2490 вместо 3000. Кто желает заказать, пишите в комментариях, либо мне в Инстаграм. Оставлю ссылочку ниже в описании. И она будет готова к отправке. С учетом, если нитки в магазине есть в наличии. Потому что у меня всей гаммы нету. Иголочку убираем. Так, обратите внимание, чтобы тут не было отверстия. Если оно есть, значит вернитесь и прошейте. Немножко ход назад можно сделать. Так, продолжаем самостоятельно. Увидимся с вами в конце. Мы дошили до конца. Обратите внимание, что здесь должно быть у нас все прошито. Проверьте, чтобы не было отверстий. Я закрепляю ниточку и обрезаю. Вот так вот у нас получилось. Смотрите, как ровненько, как красиво. Ничего здесь не перетягивает. Видите, все пришито. Вот. Ну вот, что я хотела вам показать. Здесь нужно будет вышить носик. Выточки беленькие. Ну и пришить рожки и ушки. Это я показывала в других роликах. Вышиваем глазки. Ну, как вы хотите. Вот так острые уголки. Либо продолговатые. То есть это уже на ваше усмотрение. Ну и пришиваем. Я думаю, вы с этим тоже справитесь. У меня уже готовое туловище. Я только пришью его. И моя пижамница будет готова. Все, буду с вами прощаться. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите ниже в комментариях. Мы с вами все обсудим. Всем пока-пока и до новых встреч.